Уважаемые сограждане, сегодня мы объявляем о создании общественного объединения «Демократический выбор Казахстана», которое ставит своей целью защиту демократических ценностей, защиту прав и свобод наших граждан. Мы обращаемся ко всем, кому дороги идеалы свободы и демократии. Мы обращаемся к вам за поддержкой. Мы верим в свой народ и в свою страну. Мы верим в демократический Казахстан. Наши цели мы четко обозначили, и я думаю, время покажет, будет ли это партией, сможет ли она выдержать испытание временем. Мурат Ильич, а почему в то время, пока зачитывался текст декларации, у вас был такой отсутствующий вид? И вообще, как вы оказались в этой компании? Всегда дистанцируешься от политики. Что случилось? Ну, я охотно объясню. Я отсутствующий взгляд был, потому что я читал, как вы догадались, раньше. Поэтому я обычно не люблю мозг загружать 2 раза одной и той же работой. Я считаю, что сейчас заканчивается первые 10 лет нашей истории. И на самом деле там, я не знаю, кто-то, может, праздновал в основном этот год. Я в основном старался думать, что нас ждет дальше. И я думаю, что если сейчас не двигаться и не создавать именно общественную силу, которая бы, ну, если просто говорить, стояла на правом фланге, то через несколько лет те достижения, которые мы достигли в экономической сфере и в других сферах, они будут поставлены под угрозу. Данное заявление вы считаете вызовом президенту и, скажем, властям? Насколько я понял, ваш первый вопрос можно расшифровать таким образом. Получили ли мы добро со стороны президента или нет? Я вам говорю нет, по той простой причине, что президенту неизвестно, по крайней мере, вот об этом нашем обращении и о наших документах. Первый, кто об этом слышит публично, это вы. Позднее я с Нурсултаном встречался. Он аж, когда шел разговор о АДВК, привстал с места и сказал: «Секе, олар мені төңкеріп тастай жаздады ғой». Они говорят, чуть меня не опрокинули. Мы считаем, что власть сегодня сконцентрирована и чрезмерно централизована. И мы считаем благим делом, если эта власть будет рассредоточена, сбалансирована как по уровням сверху вниз, так и по ветвям. То есть должен быть баланс, установлен должный баланс между законодательной, исполнительной и судебной властью. Мурат Ильич, как вы думаете, что вам скажет премьер, когда увидит вас впервые после конференции? Я сижу здесь прежде всего как гражданин, как вот вы. Я сижу здесь как гражданин Республики Казахстан, а не как зампремьера. Да? Там, по-моему, не написано, да? Правильно, что не написано. Я все-таки хотел бы вот встречный вопрос задать. А почему вот сегодняшнее выступление и собрание воспринимается вот в каком-то негативном акценте? Все время спрашивается о крайних мерах, как отнесется премьер-министр. Да, я просто обращаюсь к журналистам. Дело в том, что если внимательно посмотреть декларации, есть общечеловеческие ценности, права человека, демократия, выборность и так далее, и так далее. Это общечеловеческие ценности. Если мы и декларируем, и говорим, что мы будем следовать этим принципам, почему это является негативом и почему это должно вызывать какие-то там со стороны крайние меры или отрицательные эмоции.
у всех тех, кто стоял у истоков создания демократического выбора Казахстана, может быть, были свои личные какие-то мотивы, но несмотря может быть, на разницу этих мотивов, в общем-то, ощущалось один такой общий мотив. То есть все понимали, что так дальше жить нельзя, что нужно попытаться что-то изменить. Собственно говоря, это и стало лейтмотивом самого движения. Некоторые наши граждане, представляющие бизнес-элиту и даже государственные служащие, став за 10 лет независимости богатыми людьми, решили объявить собственному государству информационную войну, оскорбляя и шантажируя правительство и парламент. Поэтому считаю, что демократия – это не игрушка в руках киндер-сюрпризов от политики. Сегодня я внес предложение главе государства освободить от занимаемых должностей заместителя премьер-министра Джандосова, министра труда и социальной защиты населения Байменова, акима Павлодарской области Жакьянова, вице-министра обороны Ертлесову. По остальным участникам политического движения решение приму я сам. Я обращаюсь к главе государства с настоятельной просьбой сместить со своих должностей непрофессионалов и интриганов, работающих в его окружении. Как мне сообщили, в 3 часа дня состоялся заседание, как обычно это бывает, актива области, на котором премьер-министр огласил указ президента. Как говорят, в данном случае указы не обсуждаются, указы выполняются. Меня в этот момент в городе Павлодаре не было, я не был извещен о том, что эта смена готовится, вообще о том, что такой указ есть. Жесткий Емельевич, могли бы прокомментировать? Акима города пропустите хоть? Нельзя. Закрыть, да, правильно сказал, закрыть. Я считаю, что он не имеет морального права работать премьер-министром. Я считаю, что он должен уйти в отставку. Он же хитрый человек. Первый день даже выступил в поддержку ДВК. А потом их успокоил и начал потом кромсать. И даже пошел на требования ДВК, исполнил. Токаева освободил от должности премьера. И я считаю, что он здесь маневр сделал своевременно и хитро, и коварно. Влияло на решение именно сегодня обнародовать для создания этого объединения вчерашнее заявление президента Рахата Алиева? Каким-то образом подтолкнуло. Я хочу сказать свое разъяснение по вопросу, который возник в нашем обществе. Тем более это касается моего родственника. Произошло рядовое событие. Оценив обстановку, Рахат Алиев подал прошение об отставке с должности первого заместителя председателя КНБ. Я думаю, что как офицер поступил правильно в этой ситуации. Работал он нормально, претензий к нему лично по службе не было. Учитывая и опыт, я его назначил заместителем начальника службы охраны президента. По-моему, это говорит обо всем, но кому меня охранять, позволено решать мне. Вот и все, что хотела я сказать. Чтобы мы боролись со всей той нечистью, которая мешает
здоровым силам в обществе спокойно, свободно работать и дышать. Рахат Алиев был очень серьезным катализатором. Его роль нельзя переоценивать, но и нельзя преуменьшать. Примечательно, что когда Рахат Алиев произносил эти слова, учредители ДВК собрались в одной из загородных резиденций здесь, в Алмате. И я был свидетелем того, как они восприняли это выступление, это заявление Рахата Алиева. Действительно, оно вызвало бурю негодования. И через 2 дня, в воскресенье, собралась пресс-конференция, где Галамжан Жакиянов, Мухтар Аблязов, Араш Жандосов заявили о создании движения. Это был шок, но и вот то, что конфликт перерос в публичную плоскость, сразу повело многие процессы, и процессы консолидации демократических сил. Мне в большей степени это парадоксально прозвучит, запомнилось то, что она транслировалась в прямом эфире телевидения. В истории суверенного Казахстана это был, наверное, первый и последний раз, когда собрание оппозиции, во-первых, было в эфире, попало в эфир, а во-вторых, это делалось в прямом эфире. Все, это беспрецедентный случай. Больше такого в истории не было и, похоже, не будет. Вот это самое для меня было такое чарующее. Уважаемые участники, на собрание прибыли представители от всех областей республики, городов Астаны и Алматы. Всего присутствует около 900 человек. По поручению оргкомитета разрешите мне собрание представителей Демократической общественности Казахстана объявить открытым. Вообще мы заказывали театр, а не дали, поэтому тогда в ведении Аблязова был цирк, поэтому мы в цирке, ну, с одной стороны смешно, с другой стороны грустно, но пришлось в цирке размещать людей, с некоторым опозданием начинать это собрание, но собрание длилось до ночи. Президент не подсуден, не подконтролен и не подлежит критике ни со стороны отдельных граждан, ни средств массовой информации, ни политических партий. Один из отцов-основателей Соединенных Штатов, один из разработчиков американской конституции, 4-й президент США Джеймс Мэдисон писал в этой связи: концентрацию всей власти, законодательной, исполнительной и юридической в одних руках можно с полным правом считать определением тирании. Это первый раз за 10 лет форум демократических сил. Это собрание людей, которые придерживаются определенных принципов и не согласны с теми, так сказать, с тем, как эти принципы реализуются на практике. Мы согласны с тем, что написано в Конституции: Казахстан демократическое государство, но мы хотим, чтобы он был действительно демократическим. Нам не нужна так Конституция, нам новая нужна Конституция. Вот это надо перед народом поставить. Я считаю, что вообще в истории Казахстана наступает новая точка отсчета. Ясно, что демократия уже необратима. Это политический проект. В политическом проекте можно голову потерять. Я тогда так и говорил. Можно голову потерять.
Мы хотим сейчас собраться и засунуть все наши головы в политический проект, но мы не готовы. Со старой оппозицией объединяться, что-то провести совместно – это радикализация. Мы против были собрания ДВК в цирке 19 января. Категорически против. А мы это... Я, Ураж Жандосов, другие люди, мы не хотели. То есть это собрание однозначно нас тогда уже не только ассоциировало, должно было объединяться со старой оппозицией. Но вас, по-моему, там и не было, да? Мы не были, мы не пришли. На следующий день был митинг за 40-й 20 января, большой митинг, мы были все вместе. Потрясающая обстановка, потрясающая ситуация. Много людей пришло, у людей была надежда на перемены. В будущем поддержим их, и народ поддержит их. Я уверен в этом. Вчера послушал эту передачу, смотрел целый день. Я считаю, что мы здесь собрались не просто так. Думаю, надеемся на что-то, чтобы все лучше было. Молодые ребята, молодые бизнесмены, вот такие ребята должны руководить Казахстаном. Я пришла бороться за светлое будущее своего внука Фархата. Акимы должны быть выборной и, соответственно, подотчетной, подконтрольной самому народу. Пока мы не ведем подотчетность власти перед народом, по-серьезному преодолеть коррупцию нельзя. Мы за то, чтобы в стране был принят новый закон о СМИ, чтобы свобода слова была не только продекларирована в Конституции, но и стала нашим неотъемлемым правом, таким же правом, как свободно дышать. Я поддерживаю этих молодых ребят, которые нашли все-таки ум, совесть и честь, и поэтому прошу всех нормальных людей поддержать их. Я хочу верить, мы идем только с верой сюда. Есть только с верой, я так считаю. Требуем прекратить преследование сторонников ДВК. Разве это демократия, когда открываются уголовные дела на лидеров ДВК? Разве это демократия? Я считаю, что вот нам, пожилым людям, нужно поддержать этих ребят. Поддержать. Они наши дети. Давайте за наших детей. Тәуелсіз Казахстан жасасын, дорогие друзья. Первое сразу выступление ДВК я восприняла сердцем, потому что мы уже давно, народ уже давно знает, что проблема назрела. Только не было вот этих лидеров. Мы понимали, что народ сам сейчас вот в таких условиях ничего против этой системы не сможет сделать, против той власти, которая существует. И поэтому нужны были вот лидеры. Я считаю, что они сильные лидеры. Да, говорят, что они там богаты или что-то. Правильно, они должны быть богатыми. Вообще все должны у нас быть богатыми. К этому мы и должны стремиться сейчас. И вообще митинг прошел правильно. Я пришел демократическое преобразование поддержать то, что сегодня. Я хочу, чтобы реорганизация, демократизация, она не на 1% шагом, а не черепашьими шагами, а более эффективно. А будут какие-то... Съезд и сегодняшний митинг – это разные дела. Если кто-то со вчерашнего съезда хотел прийти, он, наверное, пришел. Вы можете уже праздновать победу? То есть за вами пошли люди или нет? Вот сами вы как думаете? Пошли. Рано, наверное. Проблем здесь победа, наша победа – это чтобы Казахстан был сильным независимым государством. Мы не альпинисты, и это не Эверест. И нам еще много идти. Я хорошо знал Нурсултана Назарбаева, что он туда внедрит своего человека и не даст им работать. И эти сомнения, к сожалению, оправдались. Вы можете назвать этих людей? Ну, не я назову, а он в свое время назвал, его супругу назвала Байменова. Или, скажем, проходит митинг, политический шоу. За счет каких средств? При помощи каких механизмов? Законных или незаконных?
Деньги идут из-за кордона или откуда? Если по закону, то нормально. А если покупают циничным образом случайных людей, выплачивая на руки наличные, то это другой вопрос. Поэтому я принародно говорю всем правоохранительным органам, никакого отношения его политической деятельности, его СМИ не имеют к делу, которое проверяется правоохранительными органами, МВД, прокуратурой и другими организациями Казахстана. Невзирая на личность, все дела довести до конца. Сегодня в Алматы взят под стражу Мухтар Аблязов, известный в республике бизнесмен и один из лидеров политического движения «Демократический выбор Казахстана». Диалог до суда у меня был, у меня даже число, помню, 23 января было, где значит, он меня предупреждал, что если я не откажусь от своих убеждений, от членства в Демвыборе Казахстана, то против меня будет открыты уголовные дела, и что меня посадят и отберут бизнес. Более того, он сказал, что судьба твоя и Галымжана Жакияна под моим личным контролем будет. Ну, я вижу, что действительно под личным контролем. Здесь, по нашей информации, содержался вчера ночью наш коллега Галымжан Жакиянов. Вчера ночью произошел беспрецедентный случай. Здание этих двух посольств было окружено ОМОНом. Ночью по просьбе казахстанского МИДа в это посольство были вызваны послы 5 западных государств, по нашей информации, которые приехали по просьбе казахстанского руководства, чтобы выдать Жакиянова. Мы пришли сюда, чтобы показать западным посольствам, что не нужно идти на поводу у нынешних властей, нельзя отдавать лидеров оппозиции. Нынешние неадекватные действия режима свидетельствуют о панике, которая царит внутри политической элиты. О том, что Нурсултан Назарбаев реально не владеет ситуацией и принимает неадекватные решения. Только страх и паника. Мы против него, против Жакиянова, против ДВК. Мы против! Он против ДВК! Он вас ограбил! Он народ ограбил! Он пенсионеров зарплату забрал! Бабушки, дедушки не поддавались провокациям. Товарищи журналисты, будьте с демократами. Помните, что это все рука властей. Мы все имеем право, да, ребята? Конечно. Раз, два, три. Нурсултан! Казахстан! Нурсултан! Казахстан! Нурсултан! Казахстан! Не поступи Назарбаев столь жестким образом, не разгроми он движение различными методами кнута и пряника, конечно, страна сегодня была бы другой. Наверное, да, но, естественно, мы бы уже были другими, мы бы, так сказать, люди опытные были. Ясное дело, мы бы уже максимально постарались найти компромисс. Сегодня ситуация с правами человека, со свободой, с демократией ухудшается. Тогда бы процесс шел в обратную сторону. Он улучшался, может быть, не так быстро, но это бы был процесс вызревания. Вот это было бы транзитом. Сегодня у нас нет транзита. Сегодня у нас реинкарнация тоталитаризма. Мы бы жили в другом в обществе. Мы имели бы варианты выбора развития. У нас сейчас один вариант, что скажет один человек. А тогда творческий рост людей было бы значительно выше. Я хотел передать
привет моим родителям, всем родственникам, близким, друзьям. И сказать, что у меня все в порядке, нет пессимизма, нет падения духа. У меня все нормально. Время все расставит по своим местам.